Друзья, приветствую вас на канале Календарь Рыболова. Меня зовут Алексей. Сегодня с Карлосом решили прогуляться к землянке налегке. Спина еще немного беспокоит, поэтому ничего лишнего не брал. Максимально легкий рюкзак. Посмотрите, какая красота вокруг. Осень уже окончательно вступила в свои права. Утром было очень прохладно, даже холодно. Были заморозки, на почве был иней. Поэтому ночевать сейчас без печки будет очень холодно. Я спустился поближе к водоему. Здесь такой туман. В лесу он тоже, конечно, есть, но не так заметно, как на воде. Вода еще сильнее упала. Но ее абсолютно не видно. Кажется, что там зима и лед замерзший. Все исхожено животными. Давненько меня здесь не было. Сегодня хочу заняться подготовкой к кладке печи. Все подготовить, чтобы можно было уже за один раз, за один поход полностью ее собрать, запустить. Насколько я понял, ее можно топить уже в первый же день после кладки. Я взял с собой спиннинг. Обычно в эту пору хорошо клюет окунь. Попробую его половить. Подходим к землянке. Я уже вижу издалека. Упало огромное дерево. Прямо возле землянки. Землянка цела. А вот такие сухое дерево. Вот какие здесь завалы. Я уже не пойму, что здесь я пилил. Это я дубовая, которая ветка упала. Пилил на бревна для стола. А вот это упало. Я даже не пойму, что это, тополь или ольха. Ну что ж, теперь за дровами далеко ходить не нужно. А вот и тот самый сюрприз. Один мой подписчик регулярно делает мне какие-то подарочки, сюрпризы. Причем настолько он тонко чувствует, что именно нужно на данный момент. И вот эта вот труба дымоходная как нельзя кстати пригодится сейчас при постройке печи. Сейчас я еще проверю раствор, который я делал, насколько он крепкий и насколько потрескался. Сейчас посмотрим. Рано еще есть. Ну понятно, Карлос первый. Да. Фух. Сразу чувствуется, что теплее намного, чем на улице. Не пойму почему. Ты что сюда залез? Быстро иди на место свое. Фух. Все, ложись, отдыхай. Сейчас я немного переведу дух и займусь разборкой печки. Пойдем на речку. Пойдем. Так, кирпичик. Раз. Держится. Уже приятно, что сразу не отвалилось. И не потрескалось. Практически нигде. Получается, что раствор хороший. Следующий. А следующий еще лучше. Потому что на этом есть небольшие трещинки. А этот вообще без трещин. Замечательно держится. Ну и третий больше всего потрескался. И совсем не прилипла глина. Вот такая вот.
Ну что ж, осталось понять, в каком из образцов раствора какая пропорция. Потому что сейчас я так не помню. Хорошо, что есть видео, прошлое или позапрошлое, в котором я делал это. И там я наверняка озвучил, где какая пропорция. В общем, так-то я нашел, что один из растворов просто очень хорошо и держит кирпич на разрыв, на отлип, и ни одной трещинки. То есть нужно теперь понять, как я его делал, и сделать аналогичный для кладки печи. Пойдем, Карлос, на речку. Оказалось, это еще не все сюрпризы на сегодня. Вот еще одна партия кирпичей. Ну, теперь на печку точно хватит. Да, каждый раз воды все меньше и меньше. Еще немного, и на сижу можно будет заходить прямо с берега. А в этом есть большой плюс. Если такой низкий уровень воды будет всю зиму, то велики шансы, что весной сижу не поломает льдом. И не нужно будет заново ее строить. Бросал ни единой поклевки. Очень мелко стало. Наверное, окунь отошел дальше к руслу. В итоге зацепился за что-то, оборвал поводок. В общем, не рыбный сегодня день. Пойду займусь печкой. А точнее сказать, буду разбирать старую печку, чтобы строить новую. Чего сюда залез? Дай вытру. Иди сюда. А ну иди сюда. Я у тебя клеща, кажется, нашел. Пойди сюда. Стой. Точно. Когда ты успеваешь их? Опа. Жиробот. Все, нет клеща. Подошел посмотреть, как Карлос лазает по дереву, а здесь под елочкой еще один сюрприз. Ну прямо балует меня подписчик, а я даже не знаю, как его зовут. Я вот сейчас обращаюсь именно к вам. Вы напишите в комментариях свое имя, чтобы я хоть знал, как к вам обращаться. И большое спасибо за ваши сюрпризы и подарки. Всегда уместные и очень полезные. Спасибо еще раз. Сейчас налажу освещение в землянке и буду разбирать дымоход. Мышки похозяйничали тут.
Залазь, ложись. Чего ты туда полез? Иди, иди, иди. Ну так легко разбирается. Совсем не крепко держалась. Но в принципе простояла уже года 3. Старый раствор я сохраняю, потому что в нем есть вот эта мелкая ракушка, которую я использую в качестве связующей вместо песка с глиной. А сейчас я ее на берегу в этом году почему-то не вынесла совсем, только крупная ракушка и камни. Поэтому приходится использовать уже бывшую в употреблении. Эй, старичок, ты кого там ожидаешь? Как ни странно, но в самом низу дымоходная труба практически не прогорела, хотя, казалось бы, там выходит огонь, наверное, самая большая температура. Не понимаю, почему так получается. Дымоход рассыпается уже на глазах. Больше всего, конечно, пострадали уголки 90-е. Может быть, правильнее было сделать на 45-х, чтобы был более пологий ход газов дымовых. Вот здесь тоже немного прогорело. А вот, как ни странно, нижняя часть самая целая. Почему так произошло, не понимаю. Может быть, это другой какой-то металл, более качественный. Потому что я помню, что я собирал этот дымоход, находил по разным сарайчикам, гаражам, где что нашел, собрал, вот, докупил там, по-моему, один уголок, а один у меня был. Сейчас соберу в кучу все куски дымохода, посмотрю, каких запчастей не хватает, и помыслю, что из этого можно собрать.
Карлос, ты турбочист? Ну что ж, полноценный дымоход из этих запчастей не соберешь, но ко мне в голову пришла интересная идея. Вы знаете, что у меня 7 пятниц на неделе, и планы у меня могут молниеносно меняться. В общем, решил я из этих кирпичей попробовать сделать дымоходную трубу. Я сейчас разберу до конца эту печку, не до конца, а сниму вот этот варочный лист металлический, посмотрю, в каком состоянии, если где-то дырки сквозные, прогорело ли сильно ведро металлическое. Если оно еще более-менее, то одну зиму оно точно продержится. Я его тоже хорошенько обложу кирпичом, оно будет нагреваться. Оставлю эту варочную поверхность и трубу дымовую сделаю из кирпича. И уже на выходе, чтобы вместо уголка, поставлю одну часть. Вот даже тут две части более-менее хорошие. Из них можно будет поставить. Я думаю, что если вот так примерно под 45 градусов будет выходить труба без уголков, то тяга будет все равно нормальная. В общем, вот такая вот у меня мысль. Вы, кстати, можете меня еще отговорить, потому что, ну, делать я это буду в следующем походе. А сейчас пока разберу печь, посмотрю, что к чему. Где гулял? Насобиралось полное ведро бэушного раствора. Вот его-то я и буду использовать для окладки печи. Как покрутила лист от температуры. Очень кривой стал. А был ровный. Ну что, печку разобрал. Вот так она выглядит изнутри. Как по мне, ничего критичного здесь я не вижу. Пару отверстий в металлическом ведре. Но здесь можно дотачать один кирпичик, подмазать глиной. И все, как и раньше, закроется металлическим листом варочным. Ну а дымоход сделать из кирпича, и будет такой тепловой аккумулятор. Будет хорошенько нагреваться и отдавать тепло ночью. В общем-то, задача этой печки продержаться еще одну зиму, потому как весной все равно все буду разбирать и делать все сначала, переделывать и землянку, и, соответственно, печку тоже. Почему я не хочу выкидывать это ведро? Да потому что его крышка служит дверцей для печки. А для новой печки у меня просто-напросто нет специальной дверки для топки. А так она послужит, в принципе, проработала 3 года. И еще одну зиму проработает. Я так думаю. Сварить 5 раз уху, да закипятить чайник. Я думаю, что справится. Ну вот так я разложил. Примерно прикинул, чего как будет. В пол кирпича. Не знаю, многие могут сказать, что очень долго будет прогреваться, но с другой стороны дольше и остывать будет. И ночью будет теплее под утро. Ну а вот здесь уже в самом верху выйдет уже обычная вот эта вот металлическая труба на улицу. Вот как-то так. Не знаю, если видите грубые ошибки, что-то не так, подскажите в комментариях. Потому что, сами понимаете, я не печник, делаю это 2-й раз в жизни. 1-й раз получилось, 3 года проработала. Да, погодка сегодня просто замечательная. Хоть и было с утра холодно, но сейчас туман ушел
Солнышко появилось, потеплело. Наверное, разведу сейчас огонь, поставлю чайник, попью чайку, кофейку. Еду я с собой не брал, так как одним днем можно и потерпеть немного. Да и полезно для организма. Карлосу взял его консерву. Сейчас уже пора бы его и покормить. Пока вода в чайнике закипает, я расскажу вам одну поучительную историю. О том, как я умудрился лопухнуться при покупке вот этого девайса в интернет-магазине. К сожалению, я забыл название этого интернет-магазина, а их сейчас огромное множество. Я бы с большим удовольствием сделал им такую антирекламу. Почему так? Потому что, скорее не я лопухнулся, а меня кинули, но я тоже немного приложил к этому своих усилий, чтобы вот так вот умудриться. В общем, в чем смысл? Периодически я просматривал в интернете аккумуляторные пилы, приценивался, смотрел там, какие бренды лучше, читал отзывы и так далее. В общем, приценивался. И однажды вечером, смотря ленту в телефоне в какой-то из соцсетей, мне попадается, естественно, электропила, так как в телефоне эти браузеры, они связаны, и как только я где-то что-то искал, сразу информация и интернет-магазины выскакивают. В общем, вы знаете об этом. И очень интересная, очень сладкая цена на аккумуляторную пилу. И такая прямо как мне нравится. И я понимаю, что это китайский вариант, что это вовсе не Makita. И прекрасно знаю о китайском качестве. И это все на мой страх и риск. Цена и качество как бы всем известно китайское. Заметили, что наклейка Makita была приклеена вверх тормашками. Это, конечно, как говорится, на скорость не влияет, но не очень приятный момент. В общем, пытаюсь я заказать эту пилу, точнее, не эту пилу. На картинках была другая пила, немного другая. Она была более мощная, чем моя болгарка. К тому же аккумуляторы совместимые. И шина такой же длины, то есть можно было и цепь использовать, и шину, если что, поменять. То есть были бы какие-то запчасти, и одновременно пила была бы более мощной, и в том числе в то же время более компактной, было бы ее удобнее
носить с собой в рюкзаке и так далее. Вот. Позвонил я по контактам, по номерам. Ответа не дождался. Подумал, наверное, хороший товар, раз все операторы заняты. В общем, перезванивают мне в 10:30 вечера. Я еще, как ни странно, не спал в это время. И девушка с приятным голосом начинает мне пытаться дополнительно еще впарить множество товаров. Там дополнительные аккумуляторы, еще цепи, еще шины, ну, в общем, все что угодно. Я от всего отказался. Вот. Заказал, правда, еще одну цепь запасную. Там, говорит, она там алмазные зубья, золотые звенья и так далее. В общем, цепь еще одну взял. Ну и, собственно, что еще прельщало, то, что оплата идет наложенным платежом. То есть при доставке я ее осматриваю и оплачиваю уже тогда. Ну, думаю, должно быть в таком случае все хорошо. Не похоже ни на каких мошенников. В общем, я ожидал посылку, пришел забирать. Открыл, посмотрел, все в порядке. 2 аккумулятора. Я понимал, что это китайское качество. То, что написано на аккумуляторах, вовсе этому не соответствует. Эти 60 вольт, здесь те же 20 вольт, как и на той. И не 6 ампер-часов, а 2,5 здесь. А в старых аккумуляторах моих, наверное, тоже было 2,5, но сейчас осталось где-то 2,2, около 2, в общем, уже. В общем, открыл я посылку при получении. Посмотрел, аккумуляторы на месте, цепь есть, запасная цепь есть, машинка есть, все хорошо. Забираю, ухожу домой. И оплачиваю, соответственно. И дома хочу ж попроверить, попользоваться. И потом до меня доходит. Аккумулятора-то 2, а крепление для аккумуляторов одно. А на картинках они должны были оба аккумулятора вот здесь вот 2 вместе, 2 рядом становиться. То есть я думал, что ну, за счет того, что 2 аккумулятора, она будет более мощной, дольше работать. Ну, в общем, хотелось мне такую. Думаю, ну, блин, вроде ж и забрал, и открыл, и посмотрел. Но думаю, все равно не годится. Позвоню, хотя бы скажу, ай-яй-яй, что ж вы меня так обманули. Вот. Хотя, ну, я ее и попробовал, порезал, она нормально, неплохо режет. Вот. Но позвонить хотелось и сказать, как же ж так, на фотографии одно, а приходит другое совсем. Ни один контакт вообще невозможно ни дозвониться, ни на сайт ничего написать. В общем, связи обратной нет абсолютно. Никто даже не подумал что-то выслушать, извиниться или там. Вот. В общем, вот такие вот пирожочки. Имейте в виду, на вот этих вот сайтах, которые в соцсетях выскакивают, тем более, кто интересуется, вот один из подписчиков просил рассказать о этой новой пиле. Он обратил внимание, что это другая пила, не та, которая у меня была, когда я пилил в прошлом видео сосну. Так вот, пила отличается тем, что здесь есть масляный бачок и автоматически подается масло. Причем так подается добротно. Оно, насколько я знаю, может где-то есть, но я не нашел, регулировки нет. Само по себе не льется, когда пила вращается, видимо, насос или как-то там открывается и начинает литься. Причем, ну, льется солидно, так смазывает капитально. Ну и примерно, наверное, полного бачка хватает на одного аккумулятора. За аккумулятор я уже говорил. Шина пришла тоже вот такая вот 8. Я ее рихтовал, выгинал, кое-как подровнял, вроде работает. Что еще? Ну, тоже моменты были там, что вот цепь то натягивается, то ослабнет. Но лучше, чем на прошлой болгарке пиле. Так, в принципе, я доволен. Единственное, осадочек вот такой вот, что вот так вот немного обдурили. А так неплохая пила. Но хотелось, конечно, вот это мне более мощную. Но пока вот так. Более мощные, более дорогие. В общем, так, чайник закипел, буду наливать чаек. Говорят, что кофе при больном сердце нельзя пить. Но в интернете сейчас столько информации.
Я пытаюсь перечитывать там и пересматривать разных там и врачей, и целителей, и кого только я уже не смотрел. И кто-то говорит, что наоборот полезное кофе. Неизвестно, кому верить. Ну, в общем, это все равно не кофе, а какао. А может и какао здесь нет, непонятно из чего это сделано. Я к тому, что я этим не злоупотребляю. Дома практически вообще не пью ни чай, ни кофе, ни какао. Пью воду просто. Да и сюда с собой тоже в основном чистую водичку беру. Родниковую. Вот. Ну, что-то вот захотелось. Сегодня так прохладно. Я думаю, брошу в рюкзак пару пакетиков. Попью чайку. Хоть для антуража костерок развести, да воды вскипятить. Карлос поел и пошел на кровать. Дрыхнет уже. Вкусно. Главное не забыть в следующий раз взять с собой мастерок. Ну и вообще, что еще нужно для кладки печи? Тазики есть. Это, в общем-то, наверное, только мастерок. И кирпичи забрать с берега остальные. Я их оставлю напоследок, чтобы, если вдруг спину подорву, то чтобы по инерции успел дотопать до дома, пока она сильно не разболелась. Понемногу уже отпускает, надеюсь. Скоро приду в себя. Идем, успокойся. Карлос уже опаздывает. Я принес пару раз кирпичи. Надо было еще меньше брать. На третий раз снова прихватило, но я сразу бросил, думаю. В следующий раз перетаскаю. В общем, будем собираться. Да успокойся ты, идем. Пошли. Все, буду с вами прощаться. Всем здоровья, добра и мира. До встречи в следующих видео. Пока-пока.